Привет, друзья! В первых двух сериях 4-го сезона мы исследовали остров в третьей очереди строительства ЧС. Посмотрели ангар металлистов, 5-й энергоблок, залезли на крышу, исследовали ангары в округе, зашли в градирню и на рыбферму. А в этой серии исследуем одну из самых недооцененных локаций Чернобыльской зоны – ПМК-169. Поверьте, она вас удивит. Выйдя на улицу и протерев глаза, я увидел это. На зону опустился густой туман. И впервые я почувствовал себя в той зоне, которая описывалась в множестве книг, которые я читал еще в школе и в институте. Перед тем, как отправляться исследовать локацию ПМК, нужно было позавтракать, а чтобы позавтракать, нужно было сперва набрать воды. Посмотрите на эту картину, не знаю, насколько камера передаст. Поздняя осень, туман, небо затянуто. Именно та книжная атмосфера. И такую атмосферу можно увидеть здесь только один месяц в году. Друзья, я частенько вспоминаю первый свой поход, когда мы 42 километра шли под дождем. И это прекрасное в кавычках чувство, когда ноги были мокрые, и с мокрыми ногами мы шли десятки километров. После этого я начал думать, анализировать, что можно было сделать, чтобы немножечко улучшить эту ситуацию. Узнал, что существуют водонепроницаемые носки. И вот, наконец-то, в 4-м походе сейчас будет краш-тест. Сейчас я зайду в них в реку, буду набирать воду и посмотрим, какие они водонепроницаемые. Вот. Это у нас что? Dex Shell. Если кому-то это о чем-то говорит. Ну что, погнали? Слушай, такое чувство непривычное. Вроде, знаешь, прохладненько, но, по-моему, вода не прошла. Посмотрим за 5 минут, как стоять. ситуация изменится. Кстати, что интересно, вот мы уже набрали сколько литров 40 воды. Вода ледяная, я рук уже не чувствую, я набирал воду. Ногам не холодно. Вот только сейчас, прошло минут 10, как я стою, вот только вот начинает чувствоваться прохлада в ногах. До этого я стоял, вообще как бы было тепло. И это означает что? Что можно простернуть носочки. Так, носочки достирал, теперь самое интересное начинается. Бутылку возьми. А, точно, бутылку. Сейчас посмотрим, работают ли эти носки. Сейчас идем там, где сухо я. Сниму и посмотрим.
Давай смотреть. Ближе, ближе сюда. Сейчас. Сухая. Вот, даже приблизь, чтобы было видно. 15 минут простоял. Мало того, что сухая нога, так она еще и не замерзла. Вот, так что можно сделать вывод, что вот эта штука реально работает. И есть смысл ее в некоторые походы при определенных условиях брать. Сейчас мы направляемся в локацию под названием ПМК-169. Это передвижная механизированная колонна. Я был там в первом походе. Мы мельком заглянули, посмотрели пару зданий. И нам показалось, что локация не очень интересная. Но перед этим походом я почитал информацию в интернете об этой локации. Посмотрел на карту и понял, что мы посмотрели, наверное, 10%. Это было не просто какое-то рабочее предприятие. Это был целый поселок. Там было построено 20 жилых двухэтажных домов, детский садик, магазин и что-то еще. И сейчас попробуем найти эти здания, эти локации. Я не знаю, сохранились они или нет, но локация однозначно заслуживает, чтобы ее исследовали лучше, чем мы сейчас и займемся. Вот, друзья, начинаются двухэтажные дома, о которых я говорил. Вот таких вот домов было построено 20 штук. Что интересно, когда вот мы здесь проходили весной, летом, этого всего не было видно. Оно настолько все заросло, оно находится немного в глубине. И вот только в ноябре открываются вот эти скрытые дома в зарослях. Ни на одной карте, к сожалению, не указаны, какие здания какую роль выполняли. Я вам просто покажу. Это сарай просто какой-то, видимо, был, судя по всему. В селах такие часто делали. Смотрите. Мы идем такие, да, вот это здание трехэтажное, учитывая, что это не Припять, выходим, и тут такой нежданчик, пятиэтажечка. Причем обратите внимание, что вот этот дом панельный, да, как в Припяти, а этот кирпичный. Немного, друзья, информации из интернета. ПМК была создана до начала строительства ЧАЭС. Основное занятие этой организации на то время в Чернобыльском районе и не только, осушение болот и вообще рекультивация земель, то есть корчевание пней, ремонт и строительство водоемов, дренаж полей, укладка керамических и пластмассовых труб, строительство дренажных колодцев и так далее. Организация была создана комплексно. Помимо производственной базы была построена односторонняя улица в количестве 20 коттеджей, 3 двухэтажных многоквартирных дома, магазин, детский сад на окраине села Новые Шепеличи со стороны города Припять. То есть эта локация, по сути, находится между Припятью и селом Новошепеличи. Тут до Припяти, рукой подать. Вот, интересный факт. Жители этого поселка были эвакуированы только спустя неделю после эвакуации Припяти. Вот так вот. Возможно, мы нашли садик. Вот такая детская машинка.
И здание похожее на садик. Пойдем посмотрим. Да, по-моему, это садик. Точно, да. Нашли. Посмотрим, что интересного в этом садике, в отличие от припятских. Смотри, какая маленькая кроватка, игрушка. Читаночка. Кстати, на украинском языке. И это на украинском. Вот кухня на первом этаже была. Пластинка фирмы «Мелодия» с детскими сказками. Специально для детских садов. Класс. Так. Годовой план Новошипелического детского сада 1980-81 год. Интересно. Сейчас, секунду. Тесно. Так. Записи тоже все, заметьте, на украинском языке. 1980 год. СССР. Напишите, как вам детский садик между Припятью и Новошипелищами. Я, честно, я был не во всех детских садах в Припяти, но вот такого сохрана, такого количества предметов
Ни в одном припятском детском саду я не видел. Посмотрите на погоду. Я надеюсь, камера хоть немного передаст эту атмосферу. Стремительно темнело, и мы понимали, что сегодня мы точно не успеем все посмотреть. К тому же нужно было забрать схрон в назначенном месте в назначенное время. Так что мы потихоньку двинулись в сторону Припяти, решив продолжить исследование локации на следующий день. Что по радиации, спросите вы, фонит ли автобус? Чуть-чуть фонит. 100 микрорентген в час, где-то в 3,5 раза превышение. А если мы отойдем от него, то фонит еще больше. Смотрите, что мы нашли целый под навесом склад шлангов. Они нулячие. Я не знаю, это после аварии они остались или уже позже их сложили. Блин, но они реально нулячие, смотрите. Офигеть. Посмотрите, сколько их здесь. Может быть, они использовались как раз, для там осушения или других каких-то занятий, которыми занималась передвижная механизированная колонна. Если кто-то в курсе вообще, что это за шланги, для чего они могли предназначаться, буду благодарен, если вы напишите в комментариях. Мы уже пытались выйти с этой локации и пойти за схроном, и тут наткнулись на подвальчик. Как же ж в подвал не зайти? Да. Кстати, да, здесь реально можно на дереве ночевать, и никогда в жизни тебя здесь никто не найдет.
Это был, кстати, возможно, магазин, а это просто был подвал, и что-то здесь хранили. Хера себе гермодверь. Не это просто дверь. Это холодильник, наверное, был. Да, холодильная камера, скорее всего. Вполне себе можна перекантувати. Да, интересное место такое. Так, а вот это же здание, только уже первый этаж. Большой умывальник. Пытаюсь понять, что это такое, что за здание. То ли склад какой-то, то ли магазин был, вот весы. Может, это склад, где продавали, может, хранили что-то. Ну, что-то такое. Ну, тут даже провода пооставались. Удивительно. Холодильник. Да, что-то продовольственное. Вон сетка от бутылок, даже бутылки. Вон, смотрите, раритет. Чем дальше отходишь от каких-то баянных мест, тем больше сохран. Ух ты. А там дальше еще больше. Сейчас подсвечу. Хлеборезка. Да. Даже люстры целые здесь. В общем, ребят, скорее всего, это столовая была. Там была, нашли надпись еще на двери «Столовая». Вот. Прямо на окраине Припяти. Схрон удачно забрали. В этот раз обошлось без дождя. Если у вас закрадывается вопрос, мы что, сюда жрать ходим в зону, то ответ да. Нас дома не кормят, мы ходим в зону отъедаться. Ну и, конечно, Кока-Кола. Я забыл показать самое важное. Алхимик Бобр делает новую порцию антирада сталкерского. Но в данном случае получается редчайшая дичь. Спиртиковый состав Каролина Риппер, чуток сушеной клубники, лимончик. Что у нас там еще есть? С перчиком и парочка конфеток. Типа такого класса. Друзья, вот что значит сталкерский опыт. В первом походе я даже не думал, что я буду сидеть недалеко от Припяти, попивать крафтовый спирт и закусывать печенью кролика. Вот так вот начинается все со страданий, с выживания, голодания, мивины.
А заканчивается пиршеством. Опыт, как говорится, не пропьешь. Друзья, в прошлом походе я показывал рецепт сталкерского супа, он многим понравился, поэтому мы с ребятами решили его доработать, сделать версию, скажем так, 2.0. Все ингредиенты готовы, приступаем к готовке. 2 куриных кубика бульонных. Пошли. Есть. Полтюбика томатной пасты. Тут, кстати, вот мультитул тоже пригодится. Кончик обрезать ножницами. Есть. Дальше. Делаем сначала нажористый бульончик. Соус Каролина Риппер. Конечно же, не весь тюбик, немножко. Надо же тоже меру знать. Хорош. Хватит. Так. Еще один важный ингредиент. Бобр. Кусочек перчика. Сделай. Организуй. А я пока закинул остальное. Значит, смотрите. Шампиньоны. 25.06.18 с выдержкой. Немножко приправки. Понятия не имею, что там, но тем не менее. Конечно же, изначально забыл сказать, что первоначальный ингредиент, как я в прошлый раз говорил, это болотная водичка с реки, такая вот с небольшим привкусом, профильтрованная, обеззараженная, но все равно легкий привкус-то остается. Вяленые помидоры. Так, это перчик, да, бобр болгарский? Морковка. Макарошек для нажористости. Два основных ингредиента чуть-чуть позже. Переходим к основным ингредиентам. Баночка куриных сердец и банка куриной тушенки. Погнали. Ох, у меня уже слюни текут. Оп. Хотел на камеру показать, видно? Чуть-чуть выше. Сейчас я маслица отолью. Секунду. О, супер, супер. Сейчас. Вот, видно? Да, вообще. Супер. Видно курочку? Да, отлично. Супер. Ну, Макаревичку. Там чашка, что там делается. Ха, блядь, чистая чашка. Что такое? Спирт. А что ты нюхать сначала надо, а потом пить? Да я для пива сначала понюхал. Я даже боюсь представить, кто бы его выпил. Ну, кстати, насчет перчика. Так, первый отзыв, бобр, давай. Блин, шикарно. Но перчика маловато. Версия 2.0. Хотя, в принципе, ощущается перчик. Чуть-чуть. Так, всем налил, да? Лучше, чем первая версия? Не? Она не така, она вкусна. Лучше не може бути. Она такая же хорошая, но другая, да? Да. Так, Валера, давай пробуй суп и отзыв давай мне. Надо же этот реактив. Как это? Как называется реактив, который усиливает реакцию? Катализатор. О! Катализатор. Катализатор. Ну а что? Я не знаю, что там было в первый раз, но это именно зачет. Ловите лайфхак, как высушить носки в зоне, не разжигая костер, и заодно немножко прогреть помещение. Как высушить носки мокрые и прогреть замерзший пердачок.
Заодно смотреть, чтобы оно не дай бог, не пошло, не разгорелось. Отдохнув, мы вернулись на ПМК, чтобы продолжить исследовать эту локацию. На подходе виднеются 3 пятиэтажки, которые находятся на территории ПМК. В одной из них сталкерская хата, как раз мы в первой серии там были. Там есть тетрадка со сталкерскими записками, в том числе и нашей. Сейчас зайдем туда еще раз, посмотрим, какие новые записи там появились, а потом продолжим исследовать локацию ПМК. Так, вот наша запись первого похода, 28.03.20. Так, угу. Сейчас живу. А, нет, это ваша, когда вы без меня ходили первая. Идем дальше. Сейчас найдем. Так. Вот наша. 5, 10, 20, первый поход, Куб, Бобер, Орел, Гагарин, Килот. Так, вот, по-моему, когда вы ходили, да, ходили с Кубом, с Орлом, с ребятами. Заброс детятки, ебали, без сна, заебались. Отличная запись. Что правда? Сталкеры бывают разные, скажем так. Видно, да? Раз. Видно. Бывает и такое. Идем дальше. Пожалуй, последний поход. Зона исчезает и растворяется в природе со скоростью света. Ждем уголовку. 2 чеха и 2 немца. Прикольно. Кто-то из Польши был. Все, больше записей нету. Да, не густо здесь народу было с тех пор. Видимо, хата теряет свою популярность, или может быть просто менты сюда часто наведываются. Всем привет, мой первый поход. Спасибо опытным проводникам. Море впечатлений. Пойдет? Да, идет. Как подписи. Лук, Бобер. Сейчас. Угу. Заходим на территорию ПМК. Тут, наверное, были, как это было популярно в СССР, какие-то агитплакаты. О, а вот и план территории. Посмотрим. Угу. Мы, получается, мы вот здесь. Вот мы. Сейчас посмотрим вот эту часть. Вот эти дома многоэтажные. Вот это админ здания. Мы заходили туда в первом походе. Там ничего интересного нет. Поэтому пока пойдем дальше.
Я хочу заснять эту реакцию второй раз, но, наверное, не получится. Бобер увидел в середине ноября яблочко. Ну как? Шикарно. Валера, настоящий сталкер, особенно первый разник, должен попробовать чернобыльское яблочко. Сначала нужна немножко дезинфекция. Не-не, побольше вот бери. Хотя бы, допустим, на компоте. Дезинфекцию. Изотоник дрink. Ну, хай буде. Можно жить. Самое вкусное, самое большое яблоко висит наверху. И Бобр уже разрабатывает хитрый план, как его достать. В этом походе я понял для себя, что мой любимый месяц в зоне – это ноябрь. Зона уже прохладно мертвая, но еще усыпана желтой листвой. На улице еще не мороз, но уже и не жарко. Возможно, это потому, что я всегда любил осень. А может, потому что в моем мировоззрении та зона, которая была в десятках прочитанных книг, выглядела именно так, и я пытаюсь перенести этот образ на реальную зону. В любом случае, от того, как выглядит зона в ноябре, я получал и эстетическое, и душевное удовольствие. Наверху водонапорной башни должен быть схрон. Это отсылка для любителей игры Сталкер. Что там есть? Да, что-то интересное. Ну, гнилые балки, но по железной можно ходить и бочка там. Чтобы вы понимали, смотрите, здесь половина ступенек просто гнилая. Надо отсюда сваливать, потому что здесь все нахер не сыпется. Вот так идешь посреди не особо популярной локации, посреди леса, колодец. И судя по всему, некоторые сталкеры о нем знают. Нифига себе, тут у нас лестница, водичка. Надо слезть, посмотреть, что там. Блин, не видно нифига. Тут помещение где-то 10 на 5 метров. Давай камеру. Даю.
Сейчас я поднимусь повыше. Я все взял. Взял? Да. Давай. Сейчас. Чашка не полная, потому что... Да. красится. Давай хоть. Возьми. Есть. Я жирный, тесно. Не с моими габаритами лазить в такие места. Бобр, как водичка? В принципе, нормально. Зашибись, даже сказать можно. Ну что, считаешь, что можно заменить реку вот этим колодцем? Ну, в следующий раз мы это попробуем. А вот здание магазина трехэтажное. Не знаю, там, наверное, плохо будет видно вывеску. Там на украинском написано «Продовольчий магазин», то есть продовольственный магазин. Друзья, буду рад, если вы напишите в комментариях, как вам локация ПМК. Удалось ли нам показать что-то новенькое, чего вы не видели. Ну, а мы, немножко, скажем так, находившись, сейчас допьем крафтовый спирт, будем ложиться спать и увидимся с вами в следующей серии. Благодарю всех, кто смотрел, и ваше здоровье!